становимся в фотозону и делаем фото. Приготовились, все смотрим вот на вот этого мужчину с бородкой. Отойти в сторону. А родители, пройдите, пожалуйста, своих детей маленьких, и мы сделаем такое вот. Дети сидят, да, вы еще не выросли. Сосиска! Мы продолжаем наше торжество. Прежде всего хочется отметить наших тренеров. Это Кость Михаил Богданович, Чернявская Олеся Геннадьевна и Винцупевич Дарья Петровна. Я вас поздравляю. Бум. Бум. Это вам. Спасибо. Дарья Петровна. Трофимович Игорь Михайлович. Но его нет, он проходит курс лечения, поэтому подарок для него есть. Мы ему его передадим. Вот, мы про него помним. Это человек, который был председателем клуба с 2012 по 2024 год. То есть 12 лет из 30 он руководил нашим клубом. Можно похлопать, да. Дорогие друзья, сюда приглашаются Угольков Владислав, Ладыш Евгений, Старпович Владимир. Это члены нашего правления. Прошу. Спасибо. Прошу. Давайте встанем. Бум. Сюда Сладковская Ольга и Антихович Олег. Это родитель, чьи дитё, иди сюда. Какой из них? Не, ты подожди, да? Это старшенький, про него есть целая легенда в нашем клубе. Кто-то там ее уже знает, для родителей, которые только-только начинают. Думаю, что будет не лишнее ее рассказать. Да. По достижении 17-летнего возраста на соревнованиях в нашей стране можно писать от тренера обращение в судейскую коллегию соревнований с просьбой допустить спортсмена к соревнованиям. Вот мы сделали такое обращение, и в командном разделе турнира на чемпионате страны Вадим был записан в команду. И ситуация была такая интересная. У нас была, и на сегодняшний день остается, это исторический факт, единственная клубная команда, которая выступала во взрослом разделе соревнований. Все остальные команды являются сборными городов, областей, клубов.
Мы были единственные и сейчас остаемся. Сладковская Ольга, мы вас тоже ждем. Да, вот я держу для вас. Да, я не перепутал. Давайте. Это тоже мама одного из наших воспитанников. Все. Ну, сейчас про Вадима. И я судил эти соревнования, был на тот момент членом судейского комитета и руководил, короче, процессом. И команда, там взрослые ребята, по сравнению с Вадимом, это Михаил Богданович, и там еще кто-то есть на стенде, расставили очередность спортсменов, и молодого в состав не включили, потому что они мужики, они будут бороться, а он, значит, запасным отсидит на трибуне. Вот. А в начале соревнования я подошел, погрозил им пальцем, сказал, что сегодня выступят все, и ушел судить. Но они расслабились, записались сами, без него. Я сижу на стуле, сужу, когда увидел, что его нет на построении, бросил флажки, встал, побежал, забрал бумагу, переписал, как кто будет, и он вышел и выступал третьим номером, да? Да. Третьим номером выступал. И жребий свел его с Максимкиным, это спортсмен из города Брест. Он уже на тот момент, он до этого был чемпионом республики, и уже на этом турнире стал чемпионом республики в кумите. И вот вышел Вадим на первые свои взрослые соревнования, 17 лет, да, и разорвал этого Максимкина вдрызг. Просто. И после этого, о чудо, он бросил заниматься. Потому что у них с папой была договоренность, что если он себя проявит мужчиной, то папа разрешит ему не заниматься. И папа разрешил, да. Вы так больше не делайте, потому что все равно вернетесь вот сюда. И он уже вернулся сюда во взрослом возрасте, да. Есть Игорь тоже, да? Игорь. Вот еще один сын, есть там еще один сын, вот занимается здесь в клубе, да. У нас с таким паспортом только вы. Вот, это вам памятный подарок. Спасибо. Это вот. Ну и теперь какая-то такая фотография. Михновец Руслан. Я вас поздравляю. Это родитель, который начал заниматься в клубе после того, как занятия в клубе бросила его дочь. Викуся, идем к нам. Вот. То есть вот сейчас он тренируется из-за себя, ну, говорят, из-за того парня, но в данном случае, вот, там еще есть помладше, то есть там и парень есть. Еще повыше ростом стал? Ну вот да. Поэтому в Сынкё можно прийти в таком росте и возрасте, можно прийти в таком, и это только в плюс нашему клубу. Спасибо, Викуся. Папа говорил, что у тебя есть желание вернуться. Так давай. Конопляник Николай, Пинчук Марина. Это наши помощники, которые нас выручают практически всегда, когда мы их об этом попросим. Должен быть еще Олесь Пархимович, человек золотые руки. Бум. Держи. Это человек, который был в составе первой команды взрослой нашего клуба. Мы начинали заниматься вместе у одного тренера, потом я начал тренировать тоже, и он ко мне перешел заниматься. После этого занимался, потом пропал. Сейчас он был судьей и продолжает поддерживать отношения с нашим клубом. Вот. Это кандидат в мастера спорта, подготовленный в нашем клубе. Вот. Спасибо.
Памятный подарок. Становимся в фотозону с подарками и делаем фото с подарками. Ну, теперь пришла очередь выносить праздничный торт. Освобождаем дорогу. Дорогие друзья, 15 минут на разграбление торта. Стоп! Не есть! Все, кто хотят сделать фотографию, пока он еще не разрезан, подходят и делают фото с тортом. Пожалуйста. Праздничный стол. Кто умеет делить торт? Ты, да, в один рабочий. Все, молодец. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость, словно осень, настает. Друг к другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда
команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Мы все такие разные, но сколько в нас тепла. Под мутными знаменами судьба нас собрала. Теперь шагаем вместе и в снег, и в дождь, и в зной. Усталый седовласый, помашите рукой к ориентиру, да. И урок от головой. Летим судьбой навстречу, открыто все к нам. Мы поле позитива, мы приглашаем.